Приветствую на канале SQL Dev. RR Project – плагин для PL/SQL Developer. Для PL/SQL Developer создано несколько десятков плагинов. Один из них мы уже рассматривали. Это Syntax Highlighting – подсветка кода. Ссылка в описании. Несколько лет назад мне попался плагин под названием RR Project. Функции, которые предоставлялись плагинам, заинтересовывали. Как раз то, чего не хватало девелоперу, чтобы быть таким же удобным, как, скажем, продукты компании JetBrains. Как и всякий хороший продукт, RR Project не нуждается в документации и хорош сам по себе. С выходом 15-й версии девелопера разработчики Allround реализовали некоторые фичи, вдохновившись плагином, однако далеко не все. Актуальная версия на момент записи этого видео 2.3.2. Разработчик поддерживает код в актуальном состоянии. Замечания и пожелания разработчика можно оставить на странице проекта GitHub. Установка плагина. Итак, установка. Архив вашей разрядности девелопера необходимо скачать с официального сайта. Переходим в папку приложения. В моем случае это Program Files, Plugins. Распаковываем содержимое архива в папку Plugins. Это файл с расширением RR Project DLL и папка. После установки запускаем PL/SQL Developer. На панели инструментов появится новая вкладка. Возможная ошибка. Если при открытии вас встретит ошибка URL протокол, необходимо открыть настройки, в поиске найти URL и выключить найденный инструмент. Перезапускаем приложение. О плагине. Первым делом зайдем о плагине. На этой форме можно ознакомиться с кратким описанием плагина, найти электронную почту автора и отправить ему чаевые. Настройка языка. Для переключения языка переходим в настройки. Управление плагином похоже на дополнение CRUD Studio для Delphi под названием CNPack. На первой вкладке можно выключить или настроить поведение некоторых инструментов. На второй вкладке выбираем язык. Третья вкладка для опытных пользователей. Рассмотрим некоторые инструменты. На часто используемые инструменты я назначил горячие клавиши. Новая строка. Курсор может быть установлен в любом месте строки. Данный инструмент сделает новую пустую строку под текущей. Изменение регистра по кругу и регистру диалоги. Сдвиг строки вверх и вниз. Дублировать строку. Данный функционал появился с 14-й версии PL/SQL Developer. Помощник ввода кода. Добавляет аналог помощника по кодированию для быстрого ввода шаблонов, функций и других объектов из всплывающего окна. Обычный помощник по кодированию у меня настроен на горячие клавиши Ctrl-Space. Для этого инструмента использую Ctrl-Shift-Space. Видео по работе с шаблонами мы рассматривали в одном из предыдущих видео, ссылка в описании. Обрамление блоками. Список разделов кода. Очень полезная штука в большом пакете. Есть поиск по вхождению и переход на начало процедуры. Переключение между объявлением и спецификацией в теле пакета.
Переход к началу и концу блока. Выделение блока кода. При нажатии несколько раз выделяем больший кусок. Сравнение окон по содержимому. Это одна из функций, которая также была добавлена в 15-й версии. Ее мы рассматривали в одном из предыдущих видео. Быстрый поиск. Единый диалог поиска для различных элементов среды разработки. Окна, подключения, команды меню, объекты базы. Для каждого источника может быть назначена своя горячая клавиша. Окна. Поиск по открытым окнам и вкладкам. Основные подключения. Элементы обозревателя объекта. Ищет объекты, которые отображены в дереве. При работающем фильтре количество объектов уменьшится. Поиск по меню приложения. Команды выделенного текста. Обрамить, открыть в новом окне, сменить регистр, другие. Последние объекты. Последние файлы. Разделы кода. Переход на хранимую процедуру в открытом пакете. Для поиска во всех открытых пакетах необходимо выбрать раздел в лукапе. Поиск по буферу обмена. Поиск по всем источникам. В окне редактора PLSQL при выделенном тексте появляется всплывающая подсказка с контекстным меню, которое содержит команды для манипуляции с этим текстом, операции со строками, регистром, обрамление блоками, другое. Удобное добавление закладок. Shift, Ctrl и цифра на верхней цифровой клавиатуре. Переход на закладку горячими клавишами Ctrl, цифра. Клавиша Home при двойном клике переходит к первому символу строки. В строке состояния отображается количество выбранных символов из строк. Можно добавить код символа. Более удобное управление привилегиями для всех объектов. Открытие тела DBMS Job в новом окне. Завершение парных символов. Квадратные, круглые скобки, кавычки. Обрамление символами выделенного текста. Закрытие парных блоков. Begin-End. If and if. Loop and loop. Точка с запятой установит знак в конце строки и создает новую строчку под текущей. Курсор перемещается на новую позицию. Контекстное меню файлов изменяется при нажатии Ctrl на стандартное меню проводника. Выбрать столбцы в таблице, например, при создании индекса, используя пробел. Настройка плагина. Вкладка «Инструменты» позволяет найти и выключить или настроить все инструменты плагина. На данный момент их больше 50. Наименование и описание каждой утилиты послужат документацией. Например, инструмент обрамления символами. В настройках есть возможность указать парные символы для обрамления. Воспользовавшись фильтром, найдем инструмент «Помощник ввода кода». Диалог настройки позволит подобрать функции пользователя, изменить шрифт,
режим поиска, регистр, сортировку. На вкладке «Идентификаторы» есть возможность изменить и добавить собственные шаблоны помощника. Горячие клавиши. На некоторые из функций я назначил горячие клавиши. Key-Configuration, RR Project. Обратите внимание, экспорт-импорт настроек горячих клавиш для кириллицы и для латиницы несовместимы. Шпаргалка по горячим клавишам и дамп настроек доступны по ссылке в описании. В своей повседневной работе я использую инструменты RR Project уже несколько лет. Это один из самых полезных плагинов, который действительно облегчает выполнение рутинных операций и делает работу с PL/SQL Developer намного удобнее. Мы рассмотрели не все функции расширения. Советую самостоятельно пройти по каждому инструменту, прочитать описание и попробовать его в работе. Спасибо за внимание. Всем добра!